Поехали. Значит, будем смотреть BMW. Это, видимо... внимание, внимание, спойлеры. Извиняюсь. Так. Все, вот она. Мы нашли ее. Потонувший корабль. У них она выпала просто из с суши. Как это вообще так произошло? Кто знает? Прям вот так в одежде. Нормально. Волшебная речка. В ней спаунятся автомобили. Так, она сразу проверяет, за что можно зацепиться. Давайте промотаем чуть, потому что это что-то прям очень долго они это обсуждают. Не получается. Так. Тачка хорошая, Сузуки. О, Хотел сказать холодильник, а это морозилка. Бензиновая лебедка. Кайф. Чуть-чуть тише ее надо сделать, потому что это ужас. Деревце маленькое какое. Как оно вообще выдержит? Так. Лебедка. Пошла топиться в пруд. Не, ну я думаю, что ее и позвали, как бы, для того, чтобы... Ну, они нашли машину и решили ее вытащить. Видимо, поэтому удачно мимо ехали с лебедкой. Она, кстати, высохла. Машина. А когда они пришли первый раз без лебедки осматривать, она была вся мокрая. Ее только что туда утопили, судя по всему. Блин. Ща. Так, чуть потише, наверное, звук сделаю. И мы мотнем чуть назад. До того, как она пошла, она вся мокрая, тачка. Мгм. И тут она высохла. Может быть, они волнами, типа, ее намочили. Обмазать, поджечь. Ну да. Так.
Они ее загоняют глубже в воду. Или нет? Теперь это через секунду будет официально утопленник. Все. Она скрылась, можно выезжать. Все, бежим. Просто они ее когда скатывали, они, видимо, подумали, что она недостаточно, короче, ушла под воду. Поэтому решили ее еще и по пруду прокатить. Так, так. Ну вот. Не хватило мощности лебедки. Да, порвалась. Но, видимо, они тянули, она вниз уходила, а им нужно вверх тянуть, видишь, чтобы она... Как же там глубоко, я не понимаю. Насколько там глубоко? А почему? А, они за колесо тянули. Так. Они тянули за колесо один... А, стоп, 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 стоп. То есть чел, который там в пруду, ну, в этом, в реке, он тянул вниз, получается, судя по лебедке. А потом они решили, что, ну, пусть все-таки она выплывет, да, и такой раз, смена кадра, бам, и... А, может быть, это уже третий раз они вытаскивают, а уже бампера нету, потому что его оторвало. Блин, как же трясет камеру, ужас. Да. Ух, извините, это было тяжело смотреть, но это ужас. Это ужас. Они ее вытянули. Зеркало сломано. То есть они ее сейчас погрузят, да? Правильно я понимаю? Так, бам. Это же манипулятор. Блин, кайф вообще, они молодцы. Номера, по-моему, даже на ней есть. Ладно, мы пропустим момент, пока они едут. Это трясущаяся камера. Это, по-моему, Е39 кузов. У утопленников. Но это нельзя назвать утопленником, он же... Его ж только утопили, судя по всему. Как можно утопленником назвать того, кто только утонул? Наверное, нету никаких проблем. Но если попробовать вот сейчас завести, то, наверное, будет гидроудар у двигателя. А так, по идее, наверное, нет. Но это считай, что ты машину помыл, просто искупав ее в пруду. Все, на передачу поставила. Все, пускай сохнет пока.
В идеальном состоянии. Охеренный аппарат. Е39. Так, и это тоже. Что-то вывалилось, но в целом все четко. Лабаш тоже вот на месте. Можно склеить и обратно поставить. Колеса изи. Резина новая. В целом машина-то целая. Ну, такие машины не топят просто. Да я думаю, что ее просто утопили сами и потом забрали оттуда. Потому что, не знаю, какой другой вариант может быть. Они ее еще и через полпруда внизу протащили на лебедке. Ну, кто в таком состоянии машину выбрасывает? Там, где нет ничего, ну, такого изобилия автомобилей, так скажем. Или фу, баварцы, и кто-то такой, да не, давай утопим. Ну его нахер, эту баварскую говнину. Так. А, ну просто отстегивается. Ну, там есть под дворником этот... это что это такое? Это Керхер. Какой-то хорошая фирма, Осака. А что-то вот я смотрю, ну, типа, ведро. Подожди, что она сделала? Она типа вкрутила его туда? Крутила его туда? Что это было? Вот это она зачем вкрутила туда? Он вставляется просто. Нахуя его крутить? Да крыша помята, ну и что? Ну, помята крыша, это выпрямляется, выравнивается. Там же не сгнило и там лобовое выпало из-за этого машину утопили, а там помята крыша просто. Это как будто нормально для машин таких. Вот это вот она зачем вкрутила, я не понял. Ладно, пускай будет. Сюда тоже она типа сделает. И смотрите, сейчас все будет идеально. Нет, крылышко помято. Диски. Пушка, гонка. Ну, как будто какой-то минимальный косметический ремонт ей, возможно, и можно сделать. А, откуда столько воды в ведре, блядь? Оно на постоянку включено? Ну, то есть там в ведро тоже вода поступает или как? Ну, все готово, отремонтированная тачка. Сейчас ее высушим, просушим ей двигатель, и все, и можно ехать будет. Блин, как же жалко, что ее утопили, вот честно. Это ужас просто. Ну, вон там ни одной царапинки нет на крыше. Кто-то по ней прыгал, бегал. Не, если она так будет ремонтировать BMW, ну тогда смысла нет. Вот крышка багажника вообще идеальная. Тут даже ремонтировать не надо, просто помыл и все. А, зеркало, ну, видимо, пока вытаскивали, сломалось. Видимо, судя по всему.
Диски нормальные. Кто вообще такие машины выбрасывает? Мне кажется, у нас в стране, блин, за такую машину даже денег предложат. Вот, ну, судя по тому, как грязь отлипает, это вот только что произошло. Да, Оп. Че, вот так вот оно крепится только на двух? Я всегда думал, что там 4 болта. Это, видишь, другой видос. Это не тот, который... в котором... Нет, на 4 крепления все-таки она просто не показала, как она открутила задние. Теперь показала. Блин, как же жалко BMW, честно. Ну, там вот по поводу утопленника, всякая электроника там будет не работать, скорее всего. В какой-то момент, ну, там же стеклоподъемники, скорее всего, электрические, там в ней воды, наверное, миллиард просто. Если только просушить, и будет тогда, может, все нормально. Но чаще всего нет. Чаще всего будет плохо все. Так. Ну, панель приборов, да, тоже каюк. Так. Это у нас блоки. Скорее всего, блок комфорта. И я не думаю, что в BMW блок АБУ стоит в салоне. Скорее всего, блок комфорта и блок там еще чего-то. Так. Ну, машина в идеальном состоянии, но типа такие машины, мне кажется, не выбрасывают. Ну, с нее стекает, там у них погода жаркая, я так понял. Все закрывается, ничего делать не надо. С пенкой сейчас все пройдет она. Мгм. Это
Ну, есть же тряпки, чё, зачем? Ну ладно, может так удобнее, хер его знает. Блин, она будет что-то делать с этой машиной? Я вот умоляю, что она заводится или что? Да там диски в идеальном состоянии были. Да, потолок белый, интересно, отмоется? Так. Да, пожалуйста. Ладно, пускай моет, нормально. Ей надо было бы это просверлить какой-нибудь сток, чтобы в машине не задерживалась вода, наверное. Ну, не обращайте внимания. Так, так. Угу. Короче, она помыла машину. Все, я надеюсь, это все? Типа все, ну, готово? Она... Это кожа такая была уставшая? Да, да, давай, помой все, помой, да, помой, пожалуйста, помой машину. Когда это все домоется, все, тут все нормально. Просушила все разъемы. Я не видел таких технологий. Ну хорошо. А блок ЭБУ, которым там пол-литра воды. Похуй. Вот он, под капотом. Это блок предохранителей под капотом, да? Так, так. Серьезно? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, что это? То есть она все-таки разобрала блок АБУ. Или это блок комфорта, я так и не понял. Ага. Вот блок АБУ. Ну, это явно не вода. Я надеюсь. Я надеюсь, это не вода. Ну, потому что это... Нет, это вода. Я не знаю. Вот это все, что она просушила, потом надо чем-то промыть от воды. Ну, как хотя бы спиртом. Потому что все равно, как бы ты ни сушила, но там все равно останется эта влага. Так. Ну, мы не будем смотреть, как она собирает. Она ее домкратить будет. Не, офигеть, у них домкраты там пафосные. Воздух подключила, бах, накачала. О, я вижу, порогов нет. Так, 3 ноги есть. 4 ноги есть. Ну, наверное... Наверное, да. Так, 4 ноги есть.
Угу. Подушку двигателя отсоединил. Прежде чем... Угу, палочка, хорошо. А она мешала, что ли? Ну, это как-то ненормально, короче. То, что она начинает откручивать кардан после того, как отключила подушку. Возьми, открути кардан, а потом сними подушку, если, ну, кардан отсоедини и сними подушку. А куда она его унесла там? Угу. Ну, муфта резиновая, целая. Кардан куда-то унесли назад вообще. Может быть, оттуда сразу отсоединили, типа, но... Так, хорошо. Хорошо снялось. Блин, коробка сейчас упадет. Не показали, как упала, но она упала. Какая бы ни была накачанная девочка, она бы упала. Ну, капот не страшно, там немножко поцарапает. Только с кайфом будет потом ремонтировать. Шпаклевочки нанести. Легендарная BMW. Так, она решила все это разобрать. А мотор выглядит целым. Может, он заклинил, и поэтому ее спустили в воду? Чтобы он охладился просто. Так, здесь все на месте. Все 6 цилиндров. Все, причем... Так, это да, все правильно. И все унесла. Впускной коллектор долой. Водичка. А как туда вода попала? Ну, наверное, через воздушный фильтр. Через камеру сгорания, все вот это вот. Ну, кстати, стартер какой-то гниловатый. Как будто корпус у него гниловат вот здесь. Прям жестко гнилой. Блин, давно таких разъемов не видел. Они старенькие, капец. Это что у нас такое? Соединение трубок кондиционера. Угу. С радиатором. Так. Коробка снята, напоминаю. Так. Одно место есть. У нее есть гусь. Отстегнула 2 подушки. Блин, это еще старого образца. С вискомуфтой. Мотор по виду М50. Пропустим этот момент. Что-то она очень долго это делала. Так, двигатель на столе. Все, отлично. Дождик пошел. Когда идет дождь, дороги мокнут. Стоит прохожий. Разбор двигателя снимает.
Как они любят водой это все мыть, но... Ну да пофигу, типа... Давай, все, уже... Я хочу посмотреть разбор мотора и сборку его. Вот прям очень хочу. Это мое любимое в этом всем. Блин, у нее наборы, смотри, какие хорошие. Так. Гидравлический натяжитель. Угу. Так, все. Все сняла. А вот если бы машина лежала бы долго там на дне океана, то вот это вот все бы превратилось в ржавчину. Вообще все. Вот все, что здесь видно, было бы в ржавчине. Но здесь такого нет. Не знаю, мне кажется, это прям свежее. Так, шкив колена состоит из 2 частей. Пошел разбор жесткий. Быстрее. Так, по ту... Стоп, стоп. По ту сторону помпа. Ну, там и должна быть вода технически. Помпа свежая. Вроде там все нормально. Прям изо всюду вода просто течет, только свежая. Блин, что там написано? Вот надпись хочу посмотреть, мне интересно. Так, сняла... как он там? Насос Гура. А в насосе Гура не было, да, жидкости? Она ее, наверное, слила. Мгм, допустим. Поехали. Генератор долой. Термостат. Термостат нахер оттуда. Так. Масляный стакан тоже не нужен. Это М52 мотор, судя по всему. Компрессор кондиционера. Слишком жесткий у нее этот, как его, шуруповерт. Он прям все откручивает. А то ли мы, да, там в России непонятно, как вообще это открутить. У нее все откручивается шуруповерт. Вообще изи. Что-то мешается, да, кронштейн какой-то. Так. Это мы сцепление, корзину и диск откручиваем. Так, сняли. Диск целый. Ну, кстати, от, от диска сцепления осталось... Давно лежит. Ну, в таком состоянии именно, не в неработающем. Потому что, судя по отпечаткам вот этим вот сцепления, как будто оно давно так стоит. То есть мотор может быть и заклинен. Ну, поэтому и спустили ее в воду. А может быть, ее спустили в воду, когда мотор заклинил. Просто хрен его знает. Короче,
Но вот по маховику видно, что сцепление не двигалось по маховику. Вот здесь зеркало должно быть. Вот как на диске тормозном зеркало должно быть, так же и на маховике должно быть зеркало. Но мы сейчас посмотрим. Может быть, мы найдем какой-то нюанс, который там вкладыш провернутый или еще что-то в этом стиле. О, прокладка, знаменитая прокладка. Мотор 2.5, судя по всему. Обалдеть. А масло они забыли туда налить? О, и масло есть. Обязательно с дрожащей камерой. Зачем закрывать? Пускай течет. Так. Бугеля распредвала. Распредвал чистенький. Так. Толкатели клапана тоже чистенькие, свеженькие. Несмотря на то, что в нем был... В двигателе была вода, двигатель чистенький. Ни одного нюанса, не связанного с водой, нету. Никогда в жизни она бы так не открутила. Она, видимо, сначала их сорвала, а потом крутила, потому что... Ну, тут грязь есть, грязь закинута. Это хорошо. Блин, я не пойму, они то ли намазали цилиндры говном каким-то. Ладно, давайте дальше, потом посмотрим. Просто там на зеркале в цилиндре, если будет после наждачки, грубо говоря, чисто, прям совсем, то это вообще свежий, ну, свежезапущенная машина в воду. Я повторюсь, она в таком состоянии, что ее как будто можно продать даже при этом, при всем. Металлическая прокладка с герметиком. Блин, что там было, что показали? Смотрим. Масляный насос чистый. А там, где должна быть коррозия на стальных болтах, ее нет. Ну, это свежезапущенная машина в воду, судя по всему. Даже 2 дней не пролежал. Так, сальник коленвала задний. А что заблюрено-то так? Я вообще ничего не могу увидеть.
Вон, зеркало даже есть нормальное, без хона, правда, видимо. Сейчас, может быть, не заблюрена будет. Во. Ой, теперь можно посмотреть. Ну, тут может быть грязь. В целом шейки чистые полностью. Ну, вот это просто грязь. Шейки идеальные. Давайте дальше. Нет, мотор не клинил. Блин, я не успел. Нет, мотор не клинил. Вкладыши все идеальные. Ничего не раздавлено, ничего не изношено. Мотор не клинил. Они утопили работающий двигатель, судя по всему. Ну, который... Какая-то технология интересная. Это коробочная, видимо. А, ну да, это коробка. Блять. Как она под углом так откручивает? А, не под углом стоит, все. Еще раз эти же пробки открутила, только с другой стороны. Так. И тут мы видим, что коробка не лежала в воде, она в нее попала только. Водой, надеюсь, будет мыть. Колено, напоминаю, в идеальном состоянии. Все зеркала, все шейки, все на месте. Нету никаких задиров, ничего такого. Как будто, ну, не должно быть такого на моторе. Хотя нет, он работающим, наверное, так оно и есть. Ну что, наконец-то мы будем... Это что такое? Это керосин типа или что это? Или у них топливо такого цвета? Ладно, мы не будем... Мы промотаем этот момент с... Вот топливо. А чем она тогда мыла до этого? Ну, все шестерни идеальные. Как будто можно было бы и не разбирать, просто слить и залить. Ну, разбирать, наверное, стоило бы. Колено не домыло. Или она сейчас только моет, будет мыть? А, это только мыть будет. Угу. Блин, не успел я посмотреть, что с цилиндрами. Но очень хочется прям... Нет, там был красное какой-то, то ли керосин, то ли еще какая-то херня. Ладно, давайте пропустим мойку. Она будет разбирать коробку? Нет, она
Она вставляла эти, как они, вилки для этого, для переключения. Мгм. Сальник она не снимала, она в него воткнула просто. Это заглушка, которая... Ну, как бы так заглушки не вставляются, если что. Вставляются ровно и бьются посередине, они вбиваются до определенного уровня, а дальше по центру пару ударов, чтобы она расперлась просто. Тут как-то все прям слишком идеально заходит, хотя заглушка выглядит как будто реально утопленная была. Но это масло или сгущенка. Это ананасовый сок. Это по запаху не чувствую, но, по-моему, вкладыши с задирами, что ли, или что это такое? Ну, типа, колено более-менее тут прям вообще придраться не к чему почти. Там есть какие-то пару штук, но... Я вот слежу за одним болтом, который, он, по-моему, так и не прикручен. А, нет, вот здесь он не прикручен, а здесь он уже прикручен, понятно. Динамик. Сколько она тянет? Во! Обжимник для поршней. Вот здесь... А, вот что я хотел, как раз то, что нужно. Здесь, конечно, заблюрено, но вот здесь хон есть. Есть... но она почему-то даже не почистила их. То есть тут есть рабочая зона, где должны быть... ну, должен быть хон. Хон — это такой, типа, как будто наждачкой проходишь, и у тебя такая, знаешь... Когда ты смотришь на это, там прям такие полосы, как будто наждачкой прошлись. То есть, ну, это чтобы для ну, для хорошей работы. Здесь они есть, но надо было бы хотя бы наждачкой пройтись, чтобы вот это вот снять, чтобы вот этого не было. Она, видимо, не стала снимать. А кольца она, по-моему, новые использует, судя по всему. Да, кольца хорошие. Да и мотор в целом неплохой. Ну, то есть по нему не видно то, что вот каналы, да, вот воды, ну, антифриза и масла, они в хорошем состоянии. Вот предыдущий мотор мы смотрели, там мусора было, это жесть там, то есть ничего не заработает. Это попадет сразу в расширительный бачок,
забьет масляный фильтр, и это никуда не поедет. Все протягивает, все как будто в идеале. Давайте пропустим чуть. Так, масляный насос с приемником. Как-то она неаккуратно отверточкой это все делает. Она просто его прикрутила или там прокладка была? Что-то я не посмотрел. А, прокладка. Нет. Даже герметиком не намазал. Интересно. Ну, до этого хотя бы там про... О, а что? Услышала. Так. Есть одна проблема. Там стальная прокладка была еще. Это, наверное, не повлияет никак на самом деле. Только на течь поддона повлияет. Но у них там все равно все моторы текут, поэтому пофигу. А датчик уровня масла она что, не снимала, что ли? Почему? Ну ладно. Так. Нижнюю крышку одели. Да, герметик есть. Вот я вижу. Вот тут вот герметик есть. Выперла его. Ну, значит, и ту, и заднюю крышку с коленвалом она, значит, тоже. Так. Все со шпонками. Только до шпонки дело не дошло. Блин, я не понимаю. А, она целиком такая. Все, вопросов нет. У них, в смысле, у BMW, что именно у них, в смысле, у BMW, я тут... Не совсем понял вопрос. Так. Блин, ну головку-то она не на герметик хоть ставит. На герметик, что ли? Без прокладки вообще. Как это должно не потечь, я не понимаю. Нет, в смысле, у них в таких странах течет все. Ну, BMW-то не всегда оно течет. Сальник коленвал там точно потечет. Там давление, потому что. Так. Смазала все. Башку прикрутили просто ну, без прокладки. Колпачки расставили тоже. Так. Так, а второй распредвал... А, только один пока, да? И тут, конечно же, есть метка. Есть метка. Есть метка, как поставить. Только она теперь не в ту сторону смотрит, да? Вот метка, которую она поставила, видимо. Она должна совпадать вот с этой вот меткой. Теперь с этой стороны метка. А может быть, с этой меткой должна совпадать. Но по идее с той. А... Угу. Цепь повешена просто так, судя по всему. Потому что я
Не видел там, чтобы между ними что-то было. А, вот она, все. Угу. Распредвал зафиксирован. Согласен. Натяжитель. Блин, ну как же без прокладки? Тут нельзя без прокладки. Ну, вот тут нельзя было без прокладки. Если она собирает все на герметик, то это хреновая затея. Там прокладка резиновая должна быть. Это кронштейн напор, скорее всего. Натяжной... Блин, что там с роликом? Ну, будем надеяться, что это просто грязь. Угу. Так. Ну, тут все четко. Тут тоже. Маховик шлифанете, нет? Ну, чуть-чуть хотя бы, чтобы вот здесь хотя бы... Через 5 дней после эксплуатации автомобиля надо будет сцепление менять, потому что там оно сотрется в щепки просто. Поверхность должно быть зеркало для мягкого соприкасания и плюс для... Вот поверхность должна быть идеальная должна быть поверхность, чтобы диск сцепления, когда прижимается к маховику, плавно прижимался и его не содрало просто за 1 секунду. Вот тут это произойдет очень больно для самого сцепления. Центровать его, конечно, никто не будет, но оно нахер оно нужно. Я так понимаю, что есть параллельно какой-то чел, который собирает машину эту, судя по всему. Ну, двигатель собирает или новый ставят они. А это просто так, чисто для галочки, что вот мы его разобрали, помыли, собрали, смотрите, он заводится, но это не тот мотор. Так, резиновая прокладка на месте впускного коллектора каким-то образом. Так. Мотор на месте. А с остального она не слила, да? То есть радиатор, ничего не сливалось. Ну, вода, которая попала.
Там масляный радиатор коробки тоже похуй. Получается. Форсунки топливные. А нет, радиатор она снимала, видимо, тоже промыла. Или нет? Блин, ну как так-то? Киноляпы, блин. А что это за хуйня внутри? Никто не знает. Но вот это вот что внутри? Это ил или там... Как вот с этим должно поехать? Это типа вода из реки или что это? Цвет прям воды из реки, если честно. Ну, как будто его забыли слить все-таки, они его... А может там везде вода из реки, кто его знает? Ладно, будем надеяться, что нет. А, правильно? Вы увидели же, да, это или нет? Вот этот вот момент, когда она берет шланг. Блять, да что ж такое-то? Вот этот момент вы увидели, когда она берет шланг, этот и вставляет, там внутри либо вода, либо а, остаточная порода, может быть, это ил, их местный песок, что угодно в этом шланге внутри. Как будто он целиком и полностью с водой из проруби из этого. Ну, будем надеяться, что она его притянула, этот хомут, потому что выглядело это как будто не притянут хомут. Коробка. Обратно на эту штуку. Так. Мгм. Ну, вот это они делали в 10-ром, наверное, или в 20-ром. Или проще было машину покачать, на самом деле, чтобы у них коробка встала. Ну, вы представляете, да, вот там шток внутри, в который надо попасть на выжимной подшипник. А, при этом в шлицы и при этом во все грани. Это, ну, ну, хуй знает, как это. Так, через муфту все четко. Болты с молотка заходят, хорошо. Там сыпется ошметки, аж как она затягивает это все дело. Так. Коробка на месте, на подушке стоит, все четко. Так, выпускной коллектор, приемная труба. Затягиваем. Заблюрено затягиваем. Опущена машина, все, с одной стороны. Здесь тоже. Так. Блок АБУ в идеальном состоянии, помытый водой. Блок комфорта также помыт водой.
скорее всего, взяты бэушные просто, ну, потому что вот то, что она мыла там, это пиздец. Так. Блок АБУ. Пошел. Ну, плюс-минус там на скорую руку просто воткнула его туда. Воткнула же есть. Так. Сколько она туда масла? 5 литров? Маловато будет. Надо бы еще. Не, так не пойдет, блядь. Так, жидкость ГУР, хорошо, ладно, допустим. Тормозуха есть. Угу. Водичку. Пойдет. А масло в коробку, как она вливать будет? А масло в коробку как? Масло в коробку, блядь. Масло в коробку. Не, ладно, масло в мотор она залила 5 литров. Ей не хватило 1,5 литра, допустим, плюс-минус. Рядная шестерка 6,5 литров, любая BMW. А масло в коробку-то что она не налила? Или она сделала вид, что она типа налила жидкость ГУР? Но я-то знаю, что это жидкость ГУР. Это бачок с 90-го года, жидкость ГУР. Она налила туда масло. 1 литр. Коробка механика. Там была ТФ-ка. Текстрон 3, скорее всего. Антифриз, понятно. Масло в коробку она не налила. Пу-пу-пум. Так. Что-то там замкнуло там сразу. Пробуем? Сейчас 100 пудов заведется. Я хуй знает как. Че? Блять, почему звук стартера? Почему звук стартера произошел позже, чем закрутился вентилятор на вискомуфте? Как это должно было сработать? Как должен вентилятор вискомуфты закрутиться от коленвала, если стартер заработал через 1,5 секунды? Вот я еще раз. Вентилятор вот закрутился. Вот вентилятор закрутился. Вот, а потом включился стартер, и мотор типа а-ля заработал. Это на обман. Это какой-то обман. Не может вентилятор закрутиться раньше, чем стартер. Это невозможно. 2 бутылки масла было. Одно масло было в мотор. За кадром типа долили, да, 1,5 литра. Хер с ним. А масло в коробку почему не налили? Как это должно работать? То есть масло без масла в коробке пойдет. Она сейчас будет выпрямлять, судя по всему, потолок. Ну, мотор же работает. Там блоку ИБУ ничего не случилось. Он там не заклинил, не замкнул аккумулятор.
Нет, она показывает, что заводит машину, но вместо того, чтобы запустить, чтобы появился первым звук стартера, у нее звук вентилятора охлаждения срабатывает. А вентилятор охлаждения стоит на вискомуфте, которая, в свою очередь, приводится в действие ремнем приводным, который, так скажем, после включения стартера, когда крутится двигатель, когда начинает крутиться двигатель, должен работать от ремня. А он работает сначала вентилятор включается, потом вискомуфта включается. То есть это так не работает, это так не должно быть. Все должно быть последовательно. То есть ты, если в замок вставил ключ, включил зажигание и начинаешь крутить стартером, то у тебя вентилятор после стартера начинает крутиться в один момент. Потому что стартер крутит двигатель. А двигатель, когда крутится, крутит в свою очередь вентилятор. То есть это взаимосвязанные вещи. А не так, как сейчас вот это вот произошло. Так. Угу. Все, выпрямила. Ну вот, а вы представляете, в чем была сложность, прежде чем утопить машину, просто домкратом воспользоваться? Тру-ду-ду-ду-ду-дум, тру-ду-ду-дум. Просто домкратом, бам, и все. Идеально. Короче, женщина на все руки. И мотор у нее заводится с полуоборота, в котором нету топлива, нету, ну, изначально нет топлива. То есть ему еще из бака надо было добраться до туда. Не там какой-то перепад, там завелась она там с перебоями или еще что-то. Нихуя. Она прям с полуоборота заводится. И это потому что это баварцы, это BMW. Блин, тут звук такой неприятный, извините. Баварцы делают настолько качественные машины, что после затопления ее и оставления ее на 2 дня в воде, она просто берет и с полоборота заводится. Без разницы, есть там бензин, нет там бензина, насрать. Ну, это... Короче, она до идеала, да, ее доведет? Ну-ка. Давайте посмотрим. Она типа приваривается и обратно молотком выпрямляется. Прикольная штука. Ни разу ей не пользовался, но... До дырочки. То есть она должна как-то вытащить мятину. Непонятно. Давайте пропустим. Она все-таки рано или поздно выпрямит. Это уже делает, видимо, не она. А зачем вообще это делать? Шпаклевка же есть. Мы разные видосы смотрим, поэтому, может быть, ну, в данной стране шпаклевки нет. Но, ну, или в таком количестве шпаклевки нет. Я просто заметил, что остались... Да проще тогда было вон открутить крыло, да его, господи.
А зачем? Эта технология получше будет, чем шпаклевка. Да зачем? Она могла спокойно открутить крыло, отрихтовать его и поставить на место. Выровнять там через планочки, через все вот это. Там нет ничего, там пусто. Там можно с той стороны просто молотком продолбить в сторону выхода и все. Не обязательно было привариваться, это все потом шлифовать. Вот здесь, ладно, хрен с ним, там веселится она по приколу. Вот здесь крыло. Зачем? Это не нужно там. Это просто берется, откручиваются вот эти вот болты, и также берется на стол и выпрямляется просто. Там даже бить молотком не надо, там можно просто надуть. Внутри что-то, она выпрямится, и все. Зачем вот это? Ну, прикольно, конечно, отверстия дополнительные, да, появляются вот эти вот веселые отверстия. Вот тут как бы понятно. Вот тут та же самая история. Берешь, снимаешь карту двери. У тебя под картой двери вот так вот, ну, там стеклоподъемник вот так вот стоит, пустое пространство. Полностью пустое пространство. Ты берешь и такой молоточек резиновый, и по нему бьешь. По нему им бьешь и так далее. То есть, чтобы оно у тебя... И это будет ровно. Это более-менее будет ровно. Не вот это вот все. Это технология на уровне, там, я не знаю, в труб... Спору нет. Если бы это было... Вот место есть такое на машине. Вот где топливный бак, там крыло не снимается. Там нельзя снять, нельзя влезть туда, нельзя подлезть туда. Для того, чтобы в это крыло залезть, нужно снять бак, туда залезть каким-то чудом через... И там инструментом работать неудобно. Но здесь съемные двери, съемные крылья. Это все снимается и на столе делается. Это, ну, зачем это? Это порнография. Причем она там отверстий наделала больше, чем... Это ей еще сварщика надо, чтобы сварить это все, потом спаять внутри. Или просто шпаклевкой намазать. Ну и какой смысл в этом? Это же бред. Вот это вот можно вообще не делать. Вот это... Вот у тебя, если подкрылок вот так отогнуть, у тебя внутри пустое пространство. Там не надо ничего. Там просто вот, ну, взял какую-нибудь эту рукой прям раз и выпрямил. Все. Классно, что есть технологии, которые... О, ничего себе. Ну вот, или вот так. Но тем не менее, вот то же самое. Вот он, почему она сверху там вот этим прибором не вытягивает? Какой смысл в этом? Если есть пространство, откуда лучше, удобнее работать. Там просто это... Это прям мое крыло на десятке в детстве. Во, все, понял. Все, извините. Извините, пожалуйста, я был неправ. Она запаивает, да, сейчас вот эту вот штуку? А нахуя это делать? Что это вообще такое? Это... Неужели я был неправ? Вот, капот тебе, пожалуйста, большой, огромный пример. Если на нем есть вмятина, ты взял его, снял и отбиваешь. Или нет?
Или тут тоже что-то пошло не по плану? Походу, что-то не по плану идет. Что она там нашла? Там же краска была, он килограмм шпаклевки был. Давай, что там? Кривой или что с ним? А, он мятый там, он с правой стороны. Я пропущу это, я уже не могу, это не в моей юрисдикции. Шпаклевка. Затвердитель нужен. Ага, все, есть. Отлично. Все, я уже чуть не испугался, думал, без затвердителя будет бахать. Нормально, нормально. Не размешала, не размешала. Плохо размешала. Царапки. Вот тут более-менее размешал. На месте шпаклевка. Все четко. Без шпаклевки не обошлось, слава богу. Я уж думал, это все будет нормально. Она прям в дырки будет его забивать. Нормально, нормально. Хорошо. Это хорошо. Вот, это удобно тоже. Раз. Я понял, она хотела... Да, да, по дыркам. Я понял, она хотела сделать рифленую, чтобы вот она... Вот знаешь, как чипсы Лейс? Чтобы она прям рифленая была. Тогда да, тогда вопросов нет. И дырки там как раз как нельзя, кстати. Красивые будут. Что-то я сгорел с этого видоса. Зачем? Ну, вот эта вот последняя движуха была вообще нахер не нужна. Она могла спокойно, без сварки, без паяльников, все это выпрямить просто вручную. Но так как есть технология... Это правило, что ли? А, нет. Шпатель 1,5 килограммовый. Так, так, ага. Ну, просто жесть. Я говорю, это, ну... Это, видимо, у них мода такая. Типа, смотрите, как я умею. Смотрите, сколько я отверстий сделала лишних. Смотрите, как потом это как гофра выглядит. Вы, главное, смотрите. Не отвлекайтесь. Не знаю, как будто... О, высохло. Или не зацепилась. Но вот плохо размешанная шпаклевка всегда оставляет такие вот крупинки. Вон, видите, белые. Мелкие-мелкие крупинки такие. И ты когда начинаешь сошкуривать, они превращаются в такие, знаете, как мячик для гольфа. Отверстия, полости. Ты их сам не видишь, они просто есть. А потом, когда красишь, у тебя дверь, которая ну, в нормальном состоянии была, ты ее тоже подшкурил, да, чуть-чуть? И эта дверь идеально ровная, а дальше вот эта вот рифленость, вот это вот. Не знаю, как будто не вижу смысла вот этой вот фигней заниматься, привариваться туда, делать отверстия. Она теперь даже не знает, она ровно сделала или нет. Она просто шлифует. То есть это не выровнять теперь. У нее нет исходника. Дайте чуть пропустим, она тут очень долго это будет делать, видимо. Они даже не смотрят, вот я заметил, что там получилось под.
капотом. Они смотрят, ну, они сдувают потом пыль. Хотя вот тут ровно, кстати, получилось. Шкурочку поменьше взяла. Там вон шпаклевки килограмм просто на этой крыше вон. Вот. Вот это вот ошметок, вот это вот 1,5 сантиметровый слой. Какой 1,5? Тут 3, наверное, сантиметра. Нет, тут сантиметр, полсантиметра, наверное, полсантиметра шпаклевки. Чтобы выровнять крышу. Или чтобы она выше казалась. Всё. У нее этот шкаф, и там спаунится там краска, спаунится треноги. Вон одна осталась, и остальные сперли, походу. М. Локальный окрас, видимо, будет. Они же не будут залеплять. Будут, смотри. Это то, что я смотрел до этого, там ничего так не обклеивали. А зачем он так делает? Задняя часть машины, она ни при чем, как бы. Это чтобы крышу покрасить локально. Ручки. Ручки заклеивает скотчем. Вот это съемная, ее можно снять. Она ее зашпаклевала, все, вопросов нет. Это дальше она на свежую краску будет обклеивать краску, короче, это молдинг красить, судя по всему. Угу. Крыло можно снять было отдельно покрасить, на самом деле, чтобы не смущать фару. Тут, да, тут только локально, то есть, ну, обязательно обклеиваешь и спускаешь вниз. Это реклама пакетов, наверное, для обклеивания. Все, пойдет. Краска не капает. Да в смысле не умеет снимать детали? Там 4 болта открутить, просто крыло вытащить и все. Нет, смотрите-ка, она лобовое стекло тоже заклеивает. А почему до этого, когда машины красили, вот мы смотрели видос, никто не обклеивал лобовое стекло? Ну, типа красили прям поверх. Это новая технология какая-то для меня, я пока не готов к этому. Так, белая краска. Это грунт. Это грунт. Судя по всему, это грунт. Растворитель, затвердитель. Крышу грунтует. Вот я в желобах не понимаю, вот в желобах у нее лежит шпаклевка кусками. Ну, типа, нельзя было просто вот взять наждачку и пройти здесь. Вот здесь вот угол. Тут вообще непонятно. Тут как будто она вроде и прошлась, но как будто
Ну, в большинстве случаев, на самом деле, вот я смотрю, зачем? Смешивает на глаз, но плюс-минус. Плюс-минус. Ну, можно и по граммам, конечно, но там особой роли не играет на грунте, наверное, скорее всего. Просто она она знает, какая краска там. Мгм. И сколько надо разбавить. Понял. Все, вопросов нет тогда. Она цветом-то другим будет, интересно. Да ну нахуй. Это невозможно. Это невозможно, что она попадет в цвет вообще никак. Вот таким образом, как она смешала краску, никогда в жизни она не попадет туда. С мухами, по-моему, там было. Или это у меня на мониторе грязь, непонятно. На мониторе, наверное, грязь. Капот вот там в середине не прокрашен. Так, дождик. Мы красим. Как раз, кстати, ну, дождик это, наверное, на руку, по большей части, чтобы пыль не летела. Все, локально покрашено, все. Все равно какая-то живность или это у меня? Нет, это у меня на мониторе. Так, ага. Так, что же получится? Мне даже страшно. Пофигу. Ну, там можно посмотреть вообще, как это выглядит? А что нас сзади-то ничего не сделало? Там же вроде было проблемное место. Так, хорошо. Фара, так. Кто это? Что это? Что это такое? Так, закручиваем все. Ладно, это хер с ним пропустим. Тут вроде, ну, все было как бы немножко поломанное. Во! Во! Стоп. Это пройдено праймером вроде как. Или это просто... Это по старому герметику, ну не суть. Но она делает специальным носиком, который делает кромку прямо на прямо на гниль. Это пиздец. Ну, это будет немножечко капать. Это будет сильно капать. Лобовое стекло... О, прям на двигатель, блин, страшно. Там герметик, он на нее сверху вываливается. Гниль там он вываливается. Везде. Лобовое стекло сильно прижало, а оно должно быть чисто на герметике. А, да? Прошу прощения, таких технологий я не видел еще. Честно. Ну, вот, ну, как бы... Могу честно сказать, я первый раз вижу, чтобы вот так делали герметиком. Но справедливости ради, я вот тут здесь вот вижу, что она прижала это все к металлу, это лопнет 100%. При том, что здесь нету металла, она его не почистила, она не подготовила поверхность, праймером не прошла, потому что там, блин, ну почему? Что, вот сложно нормально лобовое стекло приклеить или что? Вот здесь вот должен быть зашлифовано все.
покрашено, а потом праймером пройдено, полосочкой такой специального вещества, на который ложится герметик охеренно. И не надо долбить туда стекло, чтобы оно прижалось. Тут просто достаточно было просто обработать. Просто обработать. И это вот по грязи, по ржавчине, по гнили. Вот здесь вот прям жесть просто. Вот это... Ну, протри ты хоть здесь, ей-богу. Прям жалко стало BMW. BMW стало жалко. Она, она просто расстроила меня сейчас. Все вот она обклеила, герметиком вмазала туда, шпателем провела. Новая технология, я таких не видел еще, но вот она есть как бы. В целом, вот так это не потечет. Но это отклеится просто и отвалится. Это было великолепно. Тут въеби туда капот. Отлично. Это жестко. С первого раза попало. Покажите мне это. Я хочу это еще раз посмотреть. Она прям с первого раза попала. Прям. У нее нету нигде переходов. Краска не четко подошла. Краска четко подошла, напоминаю. Прям вообще. Как будто эту машину уже красили здесь. Окраска одна у них, видимо, в их стране. Поэтому... Так. Угу. Все вместе удобнее разбирать. Нельзя по одной штуке ставить, когда в машине можно сразу закинуть 3 и начать разбираться в машине, куда это все ставится. Жестко, жестко. Я напоминаю, это ужасно было сейчас вот с лобовым стеклом. Это просто жесть. Я думал, она стекольным герметиком это все делает. Это обычный герметик, видимо, не стекольный. С учетом того, что машина заводится с полуоборота, похуй, как приклеено стекло. Там вон в бардачке что-то потерялось. Так, это лишние детали. Бардачок нашелся. Здорово. Так, ковролин, консоль. Это что? Смотри, он испарился. Можно, а зачем, да? Так. Как она все жестко это все вставляет, там все это вставляется, то вставляться должно четко. А, подождите, а мы же уже только что
Мгм. То есть что это за нестыковки? Что, как это? Такая раз, такая подключила, такая раз, бам, бим-бим, бам-бам, все, вроде все четко, все там туда ее заколотило. А там не хватало одной детали, и тут все по новой. Эта херня исчезла, та исчезла, все исчезло. Все, эту вставили, теперь опять эту вставляем. Все по новой. Миша, все ништяк, давай по новой. Там не стыкуется, тут не стыкуется, все четко. Главное вот так, все, чтобы было. Все там, все, презерватив этот отделен, на коробку можно ехать. Было нормально собрано. Но вот когда она разбирала, это было нормально собрано. Прежде чем вот так вырывать, это все было. Надо было также все и ворвать туда, внутрь. Все, там просто защелка сверху и внизу прикручивается, видимо, на... Ебать, это что такое? За что это? Там не надо было ничего, там просто... Ну, она вставляла, вот же, там все есть. Вот эта защелка, она в нее туда так... А, она, наверное, когда снимала, она внутри, вот в пластике в этом внутри, вот в этом, внизу который, она поломала вот эту часть. Потому что все вырывало вот так. Нельзя было просто разобрать, а там... Ну, снизу саморезы я отсюда вижу, на самом деле. Вот внизу, вот здесь вот саморезы, видно, да? Их полно здесь, два. Здесь нету. Не надо здесь саморезы, здесь некрасиво будет. Все, раз, воткнулось. Раз, сюда, защелкнулось. Хуя там саморез. Теперь здесь саморез. Я, наверное, что-то в красоте не понимаю, в эстетичности. Там специально сделано для того, чтобы не было некрасивого стыка. Так. Мне, вот, кстати, интересно, где она такой ключ нашла. У них-то вряд ли он есть там. Блин, что за звуком опять? А, это обычный торкс. Все, вопросов нет. Просто я думал, там ваговский торкс такой, этот, много с звездочком. Ну, у них такого просто не будет, скорее всего. Это чисто немецкая тема, она редкая. Только в вагах. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тру-ту-ту. Так. А в чем сиденье у нее? Что это такое? Это краска? Это краска или что это? Или рыбий жир? Чем она намазала сиденье? Глянцевые какие. Что это? Поворотники работают, фары работают. Все работает. Ой, вот он. Немецкий голосок. Это антиреставрация какая-то получается. Как в этой машине сидеть? Ты же останешься в этой глянцевой херне, мне кажется. Да фары тут не самое главное. Тут главное, чтобы они работали. Ну, если у них такие же законы. Воск для кожи? Ну, тогда его там очень много. А она не покажет, как будет машина ездить? Пожалуйста. Пожалуйста. Я понимаю, что ее придется толкать для этого, но пожалуйста.
Блин, я, кстати, думал, что с BMW... Да? Да? Вот как работает запуск в этой машине отдельно от звука. А, блин, спасибо, что запустила. Я мечтал. То есть, ну, вот вы слышали, да, запуск звука, запуск двигателя, и она даже не повернула еще ключ. А ключ она, отпустив, не откатился обратно. Ну, вот как обычно это работает, да, ну, зажигании. То есть ты вставляешь ключ, вот, грубо говоря, э, ты вставляешь в замок ключ, да, вот, и прокручиваешь. То есть ты включаешь зажигание, а у нее там нихуя не загорелось. И потом ты запускаешь. То есть ты делаешь такой вот такой маленький оборотик такой. Когда отпускаешь ключ, он сам возвращается. Ты отпускаешь, а он возвращается. Ну что, она завелась. У нее зажигание включено. Вот там первое положение зажигания включено, второе положение запуск. Обратно ключ должен, ну, грубо говоря, сам. Там ты его просто отпускаешь, и он сам возвращается. А что мы здесь видим? Давайте вот идеально отполирована она, кстати, на удивление. Стоп. Звук нужен. Тут звук нужен. Вот, она берет ключ, проворачивает его. Зажигание включено. Включила зажигание. Машина уже завелась, тахометр не работает, но зажигание включилось, кстати. Вот что, зажигание включилось. Она крутит дальше, она не видит, не понимает, не чувствует, где вот это вот, где там стартер, как его остановить, ключ. Ключ как остановить? Что за бред, блядь? Ладно. И покатили. А можно обратно вернуть? Ну, может, она потом переключила передачу, конечно. Это она явно с горы летит, как будто. Да, она чисто с горы катится, и все. На этом будем заканчивать. Это было ужасно. Блин, я думал, что ну, более-менее будет, но я думал с BMW как будто наоборот будет лучше. И... Ну, это было ужасно. Она, ну, там звук не совпадает, ключ у нее проворачивается, она не чувствует, нету этого ужаса.